Как же заколебало это китайское барахло. Кругом подделка. Здорово! Последние полгода очень редко у меня выходили на канале видео. Дело в том, что последние полгода как раз мы очень плотно занимались разработкой контроллеров для сервомоторов, управляемых протоколом StepDir. Вот первую версию чисто плата в простом корпусе для отладки алгоритма самого можно видеть на кадрах. Следующая же версия уже, например, была в более презентабельном корпусе, который приятно держать в руке, и добавился простейший функционал, такой как включение и выключение устройства тактовой кнопкой. Кстати, сделано это на простой логике, без всякого микроконтроллера. Суть алгоритма заключается в вращении сервомотором со скоростью от 5 до 3000 оборотов в минуту. Эта скорость регулируется потенциометром, также потенциометром регулируется торможение и ускорение. И самое сложное, в чем заключается вся идея алгоритма, вращение серво должно происходить между двумя пределами, ну или концевиками физически, если это установлено на какой-то установке. И чтобы контроллер, разрабатываемый, считал обороты, совершенные сервомотором, и автоматически тормозил перед тем, как подходит к лимиту, и также ускорялся, если от него уходит. На словах, возможно, это выглядит просто, но на деле пришлось попотеть над этим алгоритмом. Последующий же функционал включал в себя вольтметр, большой дисплей, управление двумя сервомоторами. Вот можно, кстати, заметить, в левом верхнем углу дисплея показывается напряжение. И опять же китайцы, вот, например, подвели, прислали партию вот этих микросхем драйверов, которые согласуют 3,3 вольта и 12. И сервомотор при включении, просто при подаче питания на плату, просто дико дергался на огромной скорости. Это могло нанести вред редуктору, который установлен на серво, и с последующими вытекающими последствиями. Это настолько громко, что я аж пугаюсь сам. Пришлось покупать в России, заказывать только эти микросхемы, которые стоят в 10 раз дороже за одну микросхему, чем в Китае, конечно же, как всегда, но зато проблема решилась. И серво при подаче питания на плату не дергалось, никаких проблем не было. И вот финальная версия дисплея выглядит вот так. Во всяком случае, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!